Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный и нежный чизкейк, который готовится без духовки и без печенья. Сливочный вкус этого чизкейка придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. Данное количество ингредиентов рассчитано на чизкейк диаметром 19 см, высотой 7 см и весом 1,5 кг. Давайте приготовим. В чашу просеем 60 граммов или 3 столовые ложки без верха пшеничной муки, 20 граммов или 2 столовые ложки без верха какао, щепотку соли, 2 грамма или 1/3 чайной ложки соды. Перемешиваем, чтобы все ингредиенты соединились. Я для чизкейка выпекаю не сладкий корж, но это по желанию. Если вы любители сладкого, то можете добавить еще 40 граммов или 2 столовые ложки без верха сахара. Вливаем 80 граммов или миллилитров молока, 30 граммов или 3 столовые ложки растительного масла, 1 яйцо. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 5 грамм или пол столовой ложки 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния. Выпекаем корж на заранее разогретой сковороде. Я ставлю разогреваться сковороду на маленький огонь заранее, когда начинаю замешивать тесто. Сковорода должна быть очень хорошо разогрета, но не должна гореть. Смазываем сковороду небольшим количеством растительного масла. Выливаем тесто на сковороду. Накрываем крышкой и выпекаем на самом маленьком огне 10-12 минут. Если собирается конденсат на крышке, его убираем сухой тряпочкой. Время выпекания зависит от вашей сковороды и нагрева вашей плиты. Переворачивать корж не надо. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой, она должна выходить сухой. Также можно проверить пальчиком, он должен быть сухим без остатков мокрого теста. Перекладываем корж на решетку и оставляем остывать. Остывает корж достаточно быстро. Я испекла корж диаметром 20 см, обрезая его по форме диаметром 19 см. Выкладываем корж на тарелку. Устанавливаем разъемное кольцо с ацетатной пленкой. Если ацетатной пленки нет, ее можно заменить полосками, вырезанными из мешка для запекания или из пергаментной бумаги. Убираем в сторону и приготовим сырную массу. 100 граммов или миллилитров холодного молока, высыпаем 15 граммов желатина, размешиваем и оставляем набухать. Я использую быстрорастворимый желатин, который разводится из расчета 20 граммов желатина на 1 литр некислой жидкости. 400 граммов охлажденных сливок жирностью 30-35%. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда сливки начинают пениться, добавляем к ним половину сахарной пудры. Всего для сырной массы нам потребуется 140 граммов сахарной пудры. Продолжаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда сахарная пудра растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума и продолжаем взбивать. До пиков сливки взбивать не надо, они должны стать воздушными и увеличиться в объеме примерно в 2-2,5 раза. 400 граммов сливочного сыра маскарпоне добавляем оставшуюся сахарную пудру и 10 грамм ванильного сахара. Перемешиваем все до однородного состояния. Сахарная пудра и ванильный сахар должны полностью раствориться. Разбухший желатин надо распустить. Для этого его надо нагреть в микроволновой печи или на водяной бане примерно до 70 градусов, ни в коем случае не кипятить. Размешиваем. Надо, чтобы желатин полностью растворился и жидкость стала однородной без крупинок. В распущенный желатин добавляем 1 чайную ложку сырной массы. Тщательно размешиваем до однородного состояния. Добавляем еще 1 чайную ложку сырной массы. Также хорошо размешиваем до однородного состояния. Делаем это для того, чтобы выровнять температуру желатина и сырной массы, так как мы сейчас желатин будем вливать в сырную массу, чтобы желатин сразу не схватился. Выливаем желатин в сырную массу. Хорошо и быстро все размешиваем до однородного состояния.
Далее к сырной массе постепенно добавляем взбитые сливки. Добавляем 1 столовую ложку взбитых сливок и хорошо все перемешиваем лопаткой до однородного состояния. Так постепенно вводим взбитые сливки в сырную массу. Вот такая нежная и воздушная сырная масса получается. Перекладываем сырную массу в форму и равномерно разравниваем. Накрываем чизкейк пищевой пленкой и убираем в холодильник на 3-4 часа до полного застывания. Дорогие зрители, у меня на канале есть рецепт шоколадного чизкейка, который готовится без выпечки и без желатина. Чизкейк очень вкусный, и маленький кусочек этого лакомства подарит вам настроение и даст энергии на весь день. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Посмотрите, возможно, вам понравится данный рецепт. Приготовим шоколадную глазурь для чизкейка. 100 граммов сливок жирностью 30-35% надо нагреть в микроволновой печи или на водяной бане до горячего состояния. В горячие сливки высыпаем 100 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт сливками. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Глазурь готова. Зальем глазурью чизкейк. Аккуратно провернем форму с тарелкой, чтобы глазурь равномерно растеклась по всей поверхности. Накрываем чизкейк пищевой пленкой и убираем в холодильник, чтобы глазурь застыла. Когда глазурь застынет, освобождаем его от формы и пленки. Сверху для красоты я посыпаю чизкейк измельченным белым шоколадом. Очень нежный, можно сказать, воздушный чизкейк готов. Отличный рецепт, когда не хочется включать духовку. Советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.